В предыдущих роликах очень много вопросов задавали по трещинам. По стяжке пошло несколько больших трещин. Есть два способа укладки этого ламината. Назад выкидывать не надо, нужно выкидывать вперед на уложенный ламинат, чтобы во время укладки напольного покрытия просто его оторвать от пены. Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Ремонт в хрущевке медленно, но уверенно движется к финалу, и пришло время напольного покрытия. Что касается очередности работ, перед укладкой напольного покрытия я покрасил стены. Также был сделан натяжной потолок. Эту работу можно выполнить и после укладки напольного покрытия, но тогда есть риск повредить пол стремянками. А теперь обо всем по порядку. Первый этап – это уборка всего лишнего. На этом этапе вывозится уже ненужный инструмент, снимается грязная пленка со стен, металлические перегородки, радиаторов и подметается пол. Один угол я почистил и загрунтовал, для того, чтобы сложить весь инструмент, который остается. Второе. Чистим пол при помощи старого шпателя. От раствора, от краски, от шпатлевки, от всего, что может помешать напольному покрытию. Кстати, для чистки пола удобно использовать проявочный свет. За время проведения всех работ на полу скопилось много ляпиков из штукатурки, шпатлевки, клея, краски. Несмотря на то, что за собой убирали, все равно за всем не уследишь. Дальше основание нужно пропылесосить и загрунтовать. Для чего нужна грунтовка? Для того, чтобы основание не пылило. Из-под напольного покрытия по краям не вылетала пыль. Процессом уборки некоторые безответственные строители пренебрегают. Угол обязательно проходим щелевой насадкой для пылесоса. В предыдущих роликах очень много вопросов задавали по трещинам. По стяжке пошло несколько больших трещин. Трещина — это, конечно, плохо, но это не смертельно. Те ребята, которые здесь делали сухопресс, они, скорее всего, неправильно разделили на границе, да, то есть можно было еще кухню отделить. Кстати, кто занимается сухопрессованными стяжками, напишите, в чем вы думаете проблема. Потому что здесь она получилась буквой «Г», и вот этот вот аппендикс, кухню, его тоже можно было, в принципе, отделить. Насколько трещина критична? Во-первых, я проверил эту трещину. Основание ровное, эта трещина не повлияла на ровность основания. Во-вторых, я простучал трещину, стяжка не бубнит, соответственно, не играет. Поэтому, с учетом того, что здесь будет укладываться ламинат, я все оставляю как есть. При желании, конечно, это можно все расшить, залить, там, даже эпоксидкой залить, но это нецелесообразно. В цементных стяжках трещины появляются часто. Какие требования к стяжке? Стяжка должна быть ровная. Независимо от того, вы укладываете кварцевый ламинат, либо обычный. Если у вас большие перепады по полу, то доски будут играть. Когда вы ходите, замки разламываются, появляется скрип. Вот эта вот вибрация досок очень сильно раздражает, поэтому рекомендую пол обязательно выравнивать. Требования к стяжке — это плюс-минус 2 мм на всю квартиру. И главное, чтобы не было резких перепадов. Для грунтовки пола лучше всего подходят валики. Грунтовка глубокого проникновения. Грунтовку можно просто выливать на пол. По углам раскатывается маленьким валиком. Главное не пачкать стены. Основная площадь большим валиком. Перед укладкой напольного покрытия эту работу нужно выполнять обязательно. Какое покрытие здесь будет? Я выбирал между ламинатом обычным и кварцвиниловой плиткой. У меня получился средний вариант – кварцевый ламинат. Ламинат, который не боится воды и который гораздо более износостойкий по сравнению с обычным. С этим покрытием буду работать первый раз. Всего было куплено 15 упаковок кварцевого ламината. Квадратура укладки примерно 28 квадратных метров.
Одна упаковка это чуть больше, чем 2 метра квадратных. Для укладки ламината используется подложка для ЛВТ покрытий, точно такая же, как и для кварц-винила. Толщина у нее всего лишь 1,5 мм. Теперь немного подробнее про само покрытие. Называется оно кварцевый ламинат Fargo. Стопроцентная влагостойкость, подходит под теплый пол, класс износостойкости 33. Размер плашки 1520 мм на 227 мм, толщина 4 мм. По весу он тяжелее, чем обычный ламинат. Вес такой коробки 17,5 кг. Хорошо, что прочитал инструкцию. Узнал, что этот ламинат можно укладывать двумя способами. Классическим и по одной доске, изгибая панель. Понравилось то, что кварцевый ламинат похож на реальное дерево и присутствует текстура. Покрытие матовое, не блестит. Замки классические, как у обычного ламината. Инструмент, который понадобится для этой работы. Резиновый молоток, угольник, обычная рулетка. Если есть, то, конечно, удобнее будет пользоваться лазерной. Лента для того, чтобы склеивать подложку между собой. Обычный малярный нож, карандаш, лобзик, пилка с мелким зубом и лазерный уровень для контроля первой полоски. Перед началом укладки нужно проверить раскладку. Во-первых, укладка у нас будет параллельно лучам света, которые идут от окна. Первая доска, которая будет укладываться, идет от этой стены. Мне нужно проверить, сколько досок влезет от этой стены до этой стены. Соответственно, я меряю расстояние. 2,917 делю на ширину доски. 12 целых досок и 0,8, то есть почти что целая доска. 12,8. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы у вас не получился какой-то маленький отрезок, там сантиметр, полсантиметра, который будет торчать из-под плинтуса. Дальше я меряю расстояние от этой стены до вот этой стены. 3 метра 750 миллиметров, 758. Делю на 227. 16,5 досок, то есть половина доски это нормально. Также важно проверить параллельность стен, насколько эта стена параллельна этой. И соответственно это параллельно этой. Почему? Потому что вы начинаете укладывать ламинат от одной стены и у вас он криво приходит к другой. Если там будет широкая доска, то вы этого не увидите. Или, допустим, если параллельно стен плюс-минус сантиметр, то в принципе вы этого не увидите. Последняя стена, которую нужно проверить, это стена между коридором и начальной стеной. Меряю. 6 метров 698 миллиметров. 698 делим на 227 равно 29,5 досок. То есть получается, что сюда, к этой стене, приходит половина доски. Это нормально. Перед началом укладки ламината на полу нужно вскрыть пачки и разложить панели по рисунку. Они также отличаются по оттенку цвета. Производитель это делает для того, чтобы общая картина рисунка на полу выглядела как можно натуральней. Разложив все панели по стопкам, вы увидите, какого рисунка больше всего. И это надо учитывать в процессе укладки. В противном случае может получиться так, что у вас останется один рисунок и один цветовой оттенок. И в каком-то месте на полу может получиться большое скопление досок с одним рисунком и одним оттенком цвета. Приступаем к укладке. Первую полоску важно выложить ровно. Для этого, в принципе, ее и контролируют уровнем. Но мы будем опираться на стену, потому что стена ровная. Я ее сам лично штукатурил. Сначала раскладывается подложка рисунком вверх, рифленой стороной к полу. Между собой листы склеиваются малярной лентой. Не нужно сразу раскладывать много рядов подложки, так как она будет затаптываться. Это не очень хорошо. Подложка выкладывается по мере укладки ламината.
Компания DS Electronics является крупным производителем терморегуляторов Terneo и реле Airbus. В России и Беларуси реле напряжения продаются под торговой маркой Airbus, в Украине Zubr. Реле напряжения Airbus обеспечивает профессиональную защиту бытовой и промышленной техники от недопустимых колебаний напряжения, тока или мощности. Они защищают от обрыва нуля, перекоса, нарушения последовательности или слипания фаз, а также других аварийных ситуаций в сети. Реле именно этой компании я устанавливал у себя в проекте «Переделка хрущевки от А до Я». Терморегуляторы Terneo управляют климатическими системами для постоянного поддержания комфортных условий в вашем доме. Они используют данные от датчиков температуры и принимают решения о включении и выключении нагрузки на оборудование. Есть варианты с Wi-Fi, которые могут управлять и программировать работу оборудования, например, теплого пола через смартфон. Кому интересна эта тема, ссылка будет в описании. Начинаем укладывать первый ряд. Панели соединяются между собой в торцевой замок, как обычный ламинат. Первый ряд важно выложить ровно. В качестве опорных закладных используем сам ламинат, порезанный на квадратики. Ламинат 5 мм, шов нужно сделать 10, соответственно используем в 2 слоя. Из ненужного куска панели я нарезал при помощи малярного ножа такие вот прямоугольники. При помощи них я сделаю деформационный шов между стеной и ламинатом. Минимальный сдвиг, который рекомендует производитель, это 1/3 доски. Мы решили второй ряд сдвигать на 1/3, хотя раскладка может быть разной, например, хаотичной или палубным способом. Кому как нравится. Как я уже говорил, подложка выкладывается по мере укладки ламината, для того, чтобы ее не затаптывать. Сделали укладку 2 рядов ламината, дальше раскладывается подложка. Закладные ставятся на стыке 2 швов и по краям. Помимо деформационного шва, закладные выполняют роль опорных элементов, чтобы ламинат не двигался. На третьем ряду получается подрезка под дверной откос. Зазор делается точно такой же, как и вдоль стены. Поперечная часть подрезается лобзиком, длинная ножом. Есть 2 способа укладки этого ламината. Первый – это классический, когда мы собираем длинную полоску и затем все вместе закрываем замок. Если полоска получается слишком длинная, то, конечно, эту работу лучше выполнять вдвоем. Но при наличии опыта можно сделать и самостоятельно. Главное в этом процессе не поломать замки. И второй способ – это защелкивание по одной доске. Этот способ отличается от обычного ламината. Вставляется торцевой замок до упора в предыдущий ряд. Укладывается по длинной стороне, немного поднимается предыдущая доска, и ламинат за счет гибкости защелкивается. Понятно, что укладка по одной доске гораздо удобнее, поэтому, собственно, таким способом и продолжаем дальнейшую укладку. Простая рекомендация. Во время укладки в запаре обычно находят какой-то мусор и там откидывают его в сторону. Понятно, что все это надо выкидывать в мусорный пакет, но обычно это происходит так: нашел и там выкинул. Назад выкидывать не надо, нужно выкидывать вперед на уложенный ламинат, потому что назад вам надо заново будет его мусор подбирать и выкидывать, а уже на ламинате здесь уже ничего происходить не будет. Соответственно, потом после укладки просто все пропылесосите и будет нормально. Как только кварцевый ламинат накрывает подложку, начинаем выкладывать и склеивать следующий ряд подложки. Опорный элемент подоконника я монтировал таким образом, чтобы во время укладки напольного покрытия просто его оторвать от пены, уложить напольное покрытие, подрезать на толщину напольного покрытия и поставить заново. Так гораздо проще, чем его обрезать по кругу.
Простой прием, чтобы не вымерять подложку. Край листа укладывается на предыдущий лист, вместе прорезаются, и у вас получается идеальный стык. Дальше склеиваются малярной лентой. Размечается следующая панель. Обязательно контролируйте правильный сдвиг следующего ряда. Режется кварцевый ламинат очень просто. Ножом прорезается верхний слой. Затем просто отламывается. Вообще покрытие интересное, работать с ним легко. Порадовало то, что можно закрывать как целую полоску, так и по одной доске. Тут мы еще немного поэкспериментировали с закрыванием сразу целого ряда, а дальше уже все выкладывали по одной панели. Еще одна подрезка по другую сторону двери. Обязательно нужно контролировать рисунок. Как видите, панели отличаются по цвету, есть более темные и более светлые. Это тоже надо контролировать. Крайние доски отмеряем следующим образом. Просто подставляется доска другой стороной, отмечается карандашом и отрезается в нужный размер. Подложка, кстати, нормальная. Продавленных следов от коленок и ботинок не остается. Отдельно нужно рассказать, как укладывается ламинат под батареи. Панели собираются, вставляются в замок по длине и просто подсовываются под трубу радиатора. Дальнейшая укладка производится по точно такой же схеме. Под металлическую перегородку ламинат подрезается аккуратно с зазором. Вот первый результат. Половина квартиры сделана. А вот как выглядит стык ламината и перегородки. Чтобы продолжить дальнейшую работу, все переносим на сделанную часть, для того, чтобы освободить пол в кухне и коридоре. Дальнейшая работа особо ничем не отличается, поэтому ее можно просто посмотреть под музыку. Единственные вопросы будут в районе стыка санузла и жилого помещения.
Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Вот что получилось. Кварцевый ламинат уложен единым ковром на всю квартиру. Be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. А это стык перегородки и кварцевого ламината. Он дополнительно еще будет отработан черным герметиком. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Обратите внимание, в том месте, где будет наличник, мы не делали зазор между ламинатом и стеной, так как наличник не всегда закрывает эту щель. И второй вопрос, это то, что я на этом объекте решил поэкспериментировать и перенес порог внутрь санузла. Стык ламината и плитки в санузле я решил сместить в сторону санузла, чтобы при закрытой двери со стороны жилых помещений ничего не было видно. Объясню свою логику. Во-первых, когда устанавливается дверь, нужно делать минимально зазор под дверью 1 см, чтобы циркулировал воздух. При таком зазоре, если сделать стык под дверью, все равно виден порожек и со стороны жилого помещения, и со стороны санузла. Сместив порожек в сторону санузла, со стороны жилого помещения ничего не видно. Видно только со стороны санузла. Плюс ко всему, стяжка в санузле на полсантиметра ниже, чем в жилом помещении. Это сделано для предотвращения, ну скажем так, если у вас там где-то возникнет протечка, то еще будет полсантиметра, чтобы помещение наполнилось водой, прежде чем оно пойдет в жилое помещение. Вода пойдет в жилое помещение. Поэтому я решил перенести порожек внутрь санузла. Смета и материалы. Напольное покрытие готово. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего летнего настроения. До новых встреч! Know you've been a good friend, and that's through the thick and thin.